Формирование основ выполнения маваши-гири. Боковой удар и его подготовку можно разделить на 4 составных части. Первая и очень важная часть – это развитие подвижности тазобедренных суставов. Вторая – укрепление приводящих мышц бедра. Третье – это тот этап, когда мы соединяем все движение в один цельный элемент от старта до попадания в конечную точку. Четвертый этап – это этап практического применения данного технического действия. Как с партнером, так и при отрабатывании действия на снарядах. Развитие подвижности тазобедренных суставов можно выполнять по-разному. Мы остановимся на самых эффективных, на самых простых упражнениях, которые подготовят наши ноги, наши бедра к выполнению ударов сбоку. Первое упражнение – это стойка шикадач. И в этом положении мы глубоко просаживаем корпус между бедер. Глубоко уходим вниз. Распределяем локти на колени, выполняем движение полукругом слева направо, справа налево. Чуть закручивая таз. Следующее упражнение отсюда – это предплечье вместе, таз остается внизу, бедра прижимаются к бокам, и мы уходим в пол, стараясь не оторвать стопы от татами. Руки поставили локти на татами и стоим. Ич, ни, сан, ши, го, ро, шич, ач, кю. Следующее упражнение отсюда же мы ставим руки треугольничком, чуть-чуть дальше вперед и сохраняем прижатие бедер к бокам. Опять же, стопы на полу и стараемся зафиксировать эту точечку. Руки, локти, бедра. Ич, ни, сан, ши, го, ро, шич, хач, кю, дзю. И дальше отсюда мы проходим вперед, опускаем бедра на бок и прижимаемся к полу грудью и животом. Прогнулись. И, не сводя колени, приняли вертикальное положение. Дальше. Мы садимся на ягодицы, стопы, колени перед собой, руки за спиной. И прижимаем колени к груди и складываем их в другую сторону. Одновременно работает вертикальная ось и колени как можно ближе к груди. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. И то же самое можно делать быстрее. Вот этого минимума должно на старте хватить для того, чтобы существенно развить подвижность тазобедренных суставов. Несколько развив подвижность тазобедренных суставов, мы параллельно переходим к укреплению приводящих мышц бедра. Точно так же, как мы начинали из стойки шикадачи развивать подвижность тазобедренных суставов, точно так же мы сейчас становимся в стойку шикадачи и в этом положении с ровной спиной, с коленками, сохраняя вертикальную ось, двигаемся, стараясь не раскачивать корпус вверх-вниз или вперед-назад. И точно так же мы возвращаемся спиной в исходную точку.
Следующее упражнение – это опять же в базовом варианте стойка шикадач. Мы сохраняем ту же самую длину, такой же вертикальный корпус, глубоко просаживаем между бедер. Ушли как можно глубже вниз. Сохранили вертикальную ось. Для контроля вертикали выставили вперед руки и двигаемся вперед, ставя ногу по линии и по линии на всю стопу. Осанка, и мы на всей стопе двигаемся вперед. Пройдя какое-то количество шагов вперед, с такой же ровной спиной, с такими же руками и также на стопе мы двигаемся назад. Назад, 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 не раскачивая ничего. Прошли и спокойно встали. Следующее упражнение мы выполняем точно такое же стартовое положение шикадачи. Также глубоко уходим корпусом между бедер и двигаемся уже в сторону, ставя ногу на всю стопу и подшагивая. На всю стопу и подшагивая. Очень важно сохранить постановку всей стопы и всей стопы. Всей стопы и всей стопы. Выглядит все это примерно так. Опять ориентир квадрат. Опять шикадач, корпус, руки. Смотреть можно прямо, можно смотреть в сторону движения. И мы начинаем первый шаг той ногой, в какую сторону двигаемся. Топ, 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 топ. Время таз находится внизу. Прошли какое-то расстояние и точно так же двигаемся в другую сторону. Стопа, стопа. Прошли и встаем. Вот это те базовые вещи, которые существенно усилят ваши приводящие мышцы бедра. Решив вопрос с подвижностью замеренных суставов и укрепив приводящие мышцы бедра, мы плавно переходим к формированию непосредственно траектории бокового удара. Для этого мы принимаем исходное положение стойка хисо-удач, сгибаем руки в локтях и дальше выполняем движение бедром. Отводим ногу на носок. Дальше выносим колено и бедро вверх, оставляя сжатой голень и бедро. С этой точки мы забираем ногу точно так же назад. Какая траектория движения вперед, такая же траектория движения назад. Мы стоим и делаем движение. Раз, два, три. Раз, два, три. И то же самое без пауз. Оп, оп, оп. Для того, чтобы было проще понять, как это все происходит, можно использовать стул, можно использовать тумбу и работать следующим образом. Мы стоим боком к тумбе, точно так же уносим ногу назад и выносим ногу вперед. И забираем в обратную сторону. Наша задача сохранить вот эту рамку параллельно полу. Вперед и назад. Вперед и назад. После того, как такая траектория сформирована, мы переходим к увеличению скорости исполнения. Опять стойка хисо-удач. Опять вертикальный корпус. И мы взвинчиваем движение максимально быстро. При этом очень важно, чтобы скорость движения вперед и скорость движения назад не сильно отличались.
чтобы с верхней точки бедро уходило назад так же резко, как и выходило вперед. Мы переходим к следующему звену, выполняющему удар. Это работа голени. Момент сжатия и разжатия пружины по голень, бедро, голень, бедро. Нас интересует работа пятки по отношению к ягодице. Для того, чтобы развить вот это движение, мы выбираем какую-то опору, тумбу, спинку стула, стенку и, зафиксировав свою вертикальную ось, выносим рамочку, которую до этого формировали. После этого мы выпрямляем ногу и возвращаем. И наша задача делать движение расслабленной ногой на полной амплитуде. Обязательно работая пяткой к ягодице. Фаза выпрямления и сжатия до ягодицы. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Чем быстрее и выше вы сможете это делать, тем, во-первых, сильнее ваши мышцы, тем большая амплитуда в вашем движении. Соответственно, теоретически вы должны бить несколько быстрее, чем ваши оппоненты. Стойка корпус удачи выглядит следующим образом. Мы сидим на задней ноге, передняя стопа направлена пальцами вперед, и когда мы двигаемся, то движение начинается с переноса веса на переднюю ногу. Вот мы вес перенесли. Следующее движение, стопа идет к стопе, и мы дальше выходим вперед. Перенос веса и движение вперед. Перенос веса и движение вперед. Почему это важно? Потому что в любом случае, чтобы ударить ногой вперед, нам нужно перенести туда часть своего веса. Базовая стойка, кукуц удач, положение рук. Мы переносим вес, толкаясь и раскручивая здесь на носке стопы. И первое, что мы делаем, мы выносим рамочку, которую формировали до этого. Происходит все следующим образом. Вес, выталкивание, рамка. И переход в кукуц удачи. Снова вес, выталкивание, рамка, кукуц удачи. И все движение целиком вам. Целиком, целиком, целиком. После того, как мы научились выносить бедро, мы добавляем ту голень, которую махали, держась за тумбу. И у нас есть два варианта выполнения движения. Первое движение мы выполняем в традиционной модели перенос веса и удар на кош. Бум. 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 И второй вариант, тот, который постоянно выполняется на соревнованиях, движение на подъем стопы. Мы вытягиваемся, возвращаем ногу. Вытягиваемся, возвращаем ногу. Для того, чтобы момент выталкивания и движения вперед был наиболее цельным и связывал приводящие мышцы бедра, голень, мы делаем еще одно важное упражнение. Мы садимся на всю стопу, ногу сдвигаем вперед и чуть в сторону, и после этого работаем по аналогии со стойкой кукуц удачи. Мы переносим вес,
на переднюю ногу. И дальше делаем полукруг бедром. Оп. Снова переносим вес. И снова делаем полукруг вперед. Снова переносим вес. И снова делаем полукруг вперед. Очень важно, чтобы этот полукруг был от тазобедренного сустава до стопы, как единая прямая линия. Еще раз. Двигаясь подобным образом, мы сформируем полностью всю траекторию удара. Мы стоим и движение. Мы выносим бедро. И дальше оттуда вкручиваемся на опорной ноге и накрываем локоть. Бум. Вот мы его накрыли сверху. Бум. Бум. И дальше забираем ногу обратно. Стояли и топ. Убрали. Топ. Убрали. Топ. Убрали. Топ. Убрали. Наша задача подвести ногу и сильно оттолкнуться назад. Можно с потерей баланса. И оп. Опять. И оп. Опять. И оп. И тогда такая же тема на уровень головы. Бедро, голень. И оп. И оп. Можно вырасти. Приблизительно. И то же самое. Бум. Движение вверх. Бум. Мы все время обыгрываем руку и плечо. Бум. Здесь. Руку и плечо. Теперь нам нужно научиться контролировать наши действия. Для этого мы сейчас выполняем движение на плечо с двойным касанием. И поочередно. Здесь вынос и ту-ту-ту, забрал. Бам. Два касания, там, 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 там. Сейчас партнер становится. Вот таким образом можно руки вообще туда, ушам выше поднять. Локти вместе, локти в стороны не разводят. Вы становитесь сюда, выполняете действие. Топ и переход в сторону. Действие. Топ и переход в сторону. Все понятно? Значит, если гибкости не хватает, то вы делаете движение сюда, но все равно делаете. Ваша задача вынести бедро и развернуться здесь на носке. С этого разворота вы делаете движение топ. Забираете ногу, ставите, переходите. Опять такая же работа на корпус. Топ. Забираете ногу, ставите, переходите. Лишних шагов нет. Если мы считаем так, то раз и бум. Два. Оп. Три. Оп. Четыре. Стой. Опять. Раз. Два. Три. Четыре. Все понятно? У кого гибкости хватает, руки вверху, и вся та же самая работа, вынос бедра на максимальную амплитуду. Вынос, возврат, переход. Вынос, возврат, переход. Вынос, возврат, переход. Вынос, возврат, переход. И постепенно вы ускоряете скорость. Скручивание. Бам. Скручивание. Бам. Скручивание. Бам. Скручивание. Бам. Все понятно? После того, как сформирована траектория Маваши Гири и понятна дистанция выполняемого удара, можно переходить на работу со снарядами. Снаряды нам нужны для того, чтобы выставить
и координацию, и скорость, и силовой компонент. Сейчас я покажу 3 упражнения для работы по мешку, которые позволят нам максимально развить усилия выполняемой техники. То есть наш удар станет максимально мощным и сильным. Первое упражнение при работе по мешку совершенно простое. Оно повторяет боковую технику, которую мы выполняли по воздуху, но с одним маленьким замечанием. После того, как мы подведем ногу непосредственно к мешку, нам нужно сильно от мешка оттолкнуться. Движение к снаряду мы выполняем плавно, спокойно, а отталкивание выполняем максимально сильно и резко. Можно даже с потерей баланса. Итак, первое упражнение. Спокойно выносим ногу на снаряд и сильно отталкиваемся ногой. Полностью повторяем боковую траекторию. Бум. И сильно отталкиваемся ногой. Спокойно, сильно. Спокойно, сильно. Спокойно, сильно. Второе упражнение должно заставить нас максимально вложиться в снаряд. То есть мы сейчас запускаем точно так же бедро, и наша задача прижать стопу к мешку максимально плотно. Стойка и вкручивание на опорной ноге, бедро и мощное действие в мешок. Наша задача прижимать ногу к мешку и добиться такого уровня выполнения, чтобы нога не скользила ни вниз, ни вверх. Чтобы после удара не было движения скольжением вниз или подъемом вверх. И третье упражнение, которое связывает всю технику, это и удар, и отталкивание в обратную сторону. Максимально быстро бьем, максимально быстро забираем ногу. Как мы уже видели на работе с партнером, удар выполняется чуть сверху вниз, через локоть на корпус. Сверху вниз. И возвратная часть движения выполняется пяткой к ягодице. Эта техника выполняется, как правило, в область брюшины, то есть конкретно это живот. И нажимается она маваши кикоми. Сейчас ее редко кто выполняет, но тем не менее она есть, и ее стоит нарабатывать. Значит, выполняется следующим образом. Скольжение. Скольжение. Дальше вынос бедра. И тот же поворот на носке. И дальше нога распрямляется. Бум. И мы бьем в мишень на кош. После этого забираем ногу, уходим в стойку. Вот мы стояли, и идет движение топ, топ, бум, топ, бум. Значит, вы сейчас стойка, вынос бедра и хлесткое движение, и ставите ногу вперед, назад не уходите. И рюняши не делаете. То есть выбор дистанции, вынос таза, поворот на опоре и хлесткое и действие. И хлесткое действие. И хлесткое действие. И бум. Мишень все время сюда.